Хотите вместе со Вселенной родиться и вырасти за 1 год? Конечно, в реальности это невозможно. Однако ученые составили космический календарь, где каждый день посвящен определенной фазе развития мироздания. Как только в 12:00 1 января бьют космические куранты, по календарю происходит большой взрыв. Это не похоже на новогодний фейерверк с разноцветными огнями и летящими в разные стороны обломками материи. Тогда не было ни материи, ни пространства, ни времени. Начало Вселенной означало просто расширение, как вроде небесные силы начали надувать гелиевый шар. С обычным взрывом события роднит лишь то, что оно произошло практически мгновенно. Как бы то ни было, большой взрыв открывает календарь, а потом идут разные эры эволюции Вселенной. Есть страницы озарения пространства после темных веков, рождения Млечного Пути, Солнца, Земли и эволюции жизни на Земле вплоть до появления человека. В календарном масштабе 1 секунда равняется 500 годам реального времени. На 1 час приходится 1 580 000 лет, а за день проходит 37,8 миллионов лет. Заканчивается все 31 декабря, текущей секундой. В целом, в годичном календаре кратко отражены 13,8 миллиарда лет. Примерно такой возраст Вселенной принят на сегодняшний день. Но верны ли эти подсчеты? Ученые по-прежнему называют очень разные временные периоды ее существования, и с развитием науки число гипотез растет. Мы предлагаем совершить космическое путешествие и точнее выяснить, сколько лет мирозданию. Для этого отправимся к таким древним галактикам со звездами, которых по всем расчетам быть не должно. Еще познакомимся с яркими небесными маяками, зловещими кладбищами светил, и даже узнаем, как в нашей Вселенной, возможно, наследили иные миры. И это очень далекая и долгая экспедиция. Мы начнем ее не с наших дней, а с глубокой древности. В каждой культуре есть миф о мироздании, но только в Древней Индии была попытка определить его возраст. Индуизм учит, что Вселенная не вечна и перезагружается каждые 4,3 миллиарда лет. На Западе преобладал взгляд греческих философов, и с точки зрения современной науки он был более неверным, чем у индусов. В IV и III веках до нашей эры Аристотель и Платон не сомневались, что Вселенная вечна, а звезды встроены во вращающиеся небесные сферы. В течение следующего тысячелетия никто серьезно не задумывался о том, что Вселенная вообще может иметь возраст. Она оставалась вечной и неизменной в глазах древних звездочетов и физиков. Даже в XVIII веке Исаак Ньютон высказал мнение, что гравитация предполагает мироздание без конца и края, бесконечное во всех направлениях. По мнению ученого, конечная и связанная Вселенная под собственной силой тяжести упадет в середину всего пространства и собьется там в хаотическую массу в форме сферы. А вот в бесконечном мире неподвижные звезды одинаково рассеяны во всех точках неба. Они уравновешивают свою взаимную гравитацию противоположным притяжением. Только в 1823 году немецкий астроном Генрих Ольберс усомнился в бессмертии Вселенной. В то же время, по его мнению, небо было бесконечным, и в нем светило бесчетное количество звезд. Тогда получалось, что мироздание имеет возраст, хотя для нас он неисчислим. Но в теории астронома не все сходилось. Что будет, если вы посмотрите в любом направлении космоса с бесконечным количеством звезд? Это можно понять, оказавшись посреди густого леса. Куда бы вы ни взглянули, увидите стену из деревьев, без каких-либо промежутков между отдаленными стволами. Хотя на самом деле расстояние между ними есть. А теперь попробуйте применить эту аналогию к бесконечной Вселенной, заполненной звездами. Ваш взгляд обязательно попадет на поверхность звезды. Небо должно выглядеть бесконечно ярким, а не темным, как на самом деле. Так возник парадокс Ольберса, который можно сформулировать как вопрос, почему ночное небо темное.
Ученые стали искать этому объяснение. Высказывалось мнение, что звезды расположены в небе неравномерно. Типа как на Земле. Какие-то местности плотно застроены или заросли лесами, а где-то много пустынь или водных просторов. Однако в дальнейшем при развитии астрономии стало понятно, что это не так. Судя по всему, Вселенная почти идеально изотропна, то есть одинакова во всех направлениях. Сам Ольберс предположил, что все дело в звездном свете. Он постоянно поглощается по мере распространения в космосе и становится невидим за пределами определенного расстояния. Однако это не решило проблему. В пространстве газ или пыль, поглощая излучение, начинают нагреваться. Когда они сильно раскаляются, то сами излучают свет и сияют порой так же ярко, как звезды. Все другие версии объяснения парадокса темного неба тоже не подтвердились. Оставалось только предположить, что Вселенная ограничена в размерах и не наполнена бесконечным количеством звезд. Как ни странно, первым напрямую об этом высказался не кто-либо из астрономов, а знаменитый американский писатель Эдгар По. В 1848 году он написал, что Вселенная не бесконечна. Начало у всего сущего было, и с тех пор прошло недостаточно времени, чтобы звезды полностью осветили небо. С развитием науки ученые во многом подтвердили эту мысль, кроме одного – никогда в будущем звезды не покроют небо сплошным ковром. И вот почему. С усовершенствованием телескопов астрономы получили достаточно четкие снимки других галактик. Однако они не сразу поняли, что перед ними. Являются ли объекты далекими островными вселенными, то есть небольшими мирами, отличными от нашего? Или это звездные скопления внутри Млечного Пути? В конце 1920-х годов спор разрешил американский астроном Эдвин Хаббл, впервые измерив межгалактические расстояния. Он обнаружил, что галактики не только были огромными и далекими объектами, но и улетали друг от друга. На это указывал их красный цвет. Подобное явление называют красным смещением. Лучше представить этот эффект поможет сравнение красного смещения со звуком, который издают на дороге два сигналящих автомобиля. По мере их сближения звук становится все выше, когда машины поравняются, останется на одном уровне и снижается при увеличении расстояния между ними. Так и галактики. Чем дальше от нас, тем они тусклее и больше их красное смещение. А межгалактическое пространство с расстоянием растет. Вот почему звезды никогда не заполнят небо так, чтобы оказаться вплотную друг к другу. Эдвин Хаббл тогда пришел к выводу, что Вселенная не бесконечна. Она появилась, как бы выстрелив из одной точки, а теперь расширяется во всех направлениях. И определить ее возраст можно, рассчитав время разбега, которое прошло с момента Большого взрыва. Рассмотрим процесс на простом примере, тоже с автомобилями. Представим две машины, уезжающие друг от друга с общей постоянной скоростью. Зная положение автомобилей друг относительно друга и скорость их движения, мы сможем определить время, когда машины начали разъезжаться. Ученый оценил скорость разбега галактик в 500 км за секунду на мегапарсек, выведя константу Хаббла. Отметим, что мегапарсек равен 3 262 тысячам световых лет. Но для расчета возраста Вселенной астроному необходимо было знать и расстояние до самых удаленных объектов. Это очень трудная задача, если дело касается глубокого космоса. Помочь могли бы какие-либо объекты одинаковой яркости, расположенные на разном расстоянии. Простой эксперимент продемонстрирует вам, как это происходит. Возьмите две лампочки одинаковой мощности и расположите первую в 2 метрах от места, где будете вести наблюдение, а вторую подальше, на произвольном расстоянии, которое вы не измеряли. Вернитесь на место наблюдения и включите лампочки и попробуйте выяснить, сколько метров до второй. Если она светит, допустим, в 4 раза тусклее первой,
то по закону обратных квадратов находится вдвое дальше первой лампочки, то есть в 4 метрах от нас. Такой метод подошел бы для определения расстояний и во Вселенной. Только вот объектов одинаковой яркости в небе найти никак не удавалось. Все изменилось, когда астрономы смогли измерить расстояние до далеких космических объектов с помощью переменных звезд Цефеид. Происходит это следующим образом. Допустим, вы обнаружили в какой-то галактике Цефеиду. Первое, что нужно сделать, вычислить период ее пульсации, благодаря которому вы сможете измерить светимость звезды. Сравнив последнюю величину с ее видимым блеском, можно узнать расстояние до светила, а также до его галактики. Эдвин Хаббл с помощью 36 Цефеид рассчитал расстояние до Андромеды, но главное, подобным методом он определил, сколько лет Вселенной. У астронома получилось, что наше мироздание существует примерно 2 миллиарда лет. Однако в научном сообществе этот расчет быстро отвергли. Дело в том, что в начале 20 века уже достаточно точно вычислили возраст Земли. Его оценили более чем в 4 миллиарда лет по происхождению самых старых пород на нашей планете, а Земля никак не могла быть старше Вселенной. Чтобы разобраться во всем точнее, астрономы продолжали исследование самых старых галактик и звезд, обратив особое внимание на те же Цефеиды. Их назвали стандартными свечами, объектами с известной светимостью, при помощи которых можно точно определить расстояние в космосе. Почему именно они служат указателем дистанции до нужной точки Вселенной? Чтобы это понять, давайте разберемся подробнее с особенностями Цефеид. Блеск любой звезды со временем меняется, но чаще всего незначительно. Например, количество солнечного излучения колеблется всего на 0,1% в течение 11-летнего цикла. Так что наше Солнце – постоянная звезда. А вот у Цефеид все по-другому. Они могут быстро прикручивать или врубать свою светимость на полную мощность. Их безумные колебания доходят до 600% за несколько дней. Этому есть несколько причин. В основном Цефеиды в прошлом голубые горячие гиганты массой 4-12 солнечных. Они живут в нестабильном состоянии всего около нескольких десятков миллиардов лет. Светила уже прошли основной этап эволюции, исчерпав водород в ядре, и находятся на стадии выгорания гелия. Температура их поверхности снизилась до показателя примерно в 6000 градусов, и звезды из голубых стали желтыми или бело-желтыми. Но мы во время космического путешествия все равно увидим Цефеиды огромными, радиусом в 50-70 солнечных. Их светимость тоже в тысячи и десятки тысяч раз выше, чем у нашей звезды. Неудивительно, что Цефеиды видны из далекого космоса, за что их называют маяками Вселенной. Как они ухитряются посылать в космос свои бесконечные сигналы? Иногда переменный свет Цефеид вызван чисто пространственными причинами. Например, в тесной двойной системе одно светило периодически заслоняет другое. В таком случае нам кажется, что звезда становится то ярче, то тусклее. Хотя чаще Цефеиды мигают за счет пульсации атмосферы, которая то сжимается, то расширяется. При этом поверхностная температура и радиус Солнц колеблется, однако не затрагивает их более глубокие слои. За время пульсации звезды выбрасывают в пространство много массы, а затем вновь приходят в устойчивое состояние. Однако есть и исключения, такие как Дельта Цефея, эталон среди данных звезд. Она открыта еще в 1784 году и с тех пор уже 240 лет пульсирует с неизменной частотой и силой. Знаменитая полярная звезда или Альфа Малой Медведицы, наоборот, чуть не лишилась звания Цефеиды. Обычный период пульсации этого светила возрастом 60 миллионов лет составляет 3,97 суток. И вдруг в конце 1980-х годов колебания ее яркости резко уменьшились. Появились неутешительные прогнозы в отношении звезды.
сотни лет помогавшей мореходам ориентироваться во время дальних плаваний. Ожидалось, что в середине 1990-х годов полярная звезда перестанет быть цефеидой и превратится для нас в невидимку, заметную лишь в телескоп. А для астрономов это стало бы первым случаем наблюдения перехода переменной звезды в обычное состояние. Но пока предсказания не оправдались. В 1993 году уменьшение пульсации полярной звезды вдруг прекратилось. С тех пор амплитуда изменений ее блеска не меняется. Так что мы по-прежнему можем пользоваться незаменимыми услугами цефеиды. Интересно, что полярная звезда помогает определить север точнее компаса. Географически она светит ровно над Северным полюсом. А вот компас указывает на Северный магнитный полюс, который немного отдален и, кроме того, ежегодно смещается на пару километров. Так что ближе к северу именно полярная звезда позволяет наиболее точно определять координаты, по крайней мере до тех пор, пока сохраняет яркость. Менее капризной и одной из самых красивых цефеид Млечного Пути среди космических путешественников считается РС Кормы. Мы найдем ее в сияющей пелене отражательной туманности, сквозь которую отлично пробивается мощное излучение светила. Это неудивительно, ведь звезда в 10 раз массивнее Солнца и примерно в 15 тысяч раз ярче. Туманное облако вокруг РС-кормы помогло ученым обнаружить астрономический феномен эффект светового эха. Явление очень походит на звуковое эхо. Во время вспышки какая-то часть света сразу доходит до глаз наблюдателя, а остальную задерживают частицы туманности. Это излучение достигает наблюдателя только спустя некоторое время. Подобный эффект происходит каждые 40 дней. Именно с такой периодичностью звезда почти в 5 раз увеличивает яркость. В результате возникает иллюзия того, что окружающее ее газовое облако расширяется со сверхсветовой скоростью. Эффект светового эха в 2008 году позволил ученым очень точно измерить расстояние до РС-кормы — 6500 световых лет. Сейчас только в нашей галактике астрономы насчитали более сотни тысяч подобных переменных звезд. Однако цефеиды нельзя назвать маяками всей известной Вселенной. Они хорошо работают в диапазоне примерно от 12 до 100 миллионов световых лет. На более дальних расстояниях цефеиды недостаточно различимы. А ближе 12 миллионов световых лет в нашей местной группе галактик над законом расширения Вселенной преобладает гравитация. И тут перед астрономами вновь встала проблема. Как измерить расстояние до объектов, где неэффективны цефеиды? К счастью, для этого недавно научились использовать более дальнобойные стандартные свечи, сверхновые типа Один-А. Их огонь виден в телескопы на расстоянии более 3 миллиардов световых лет. Этот тип связан со внезапным запуском термоядерной реакции внутри звезды, тогда как другие сверхновые вспыхивают в результате коллапса ядра светила. Вы, конечно, спросите, о каком запуске термоядерной реакции идет речь. Подобный процесс, как известно, и так протекает в звездах. Астрономы объясняют, что все меняет участие в событиях белых карликов. И это только добавляет интриги. Белые карлики практически останки мертвых звезд, завершивших свой жизненный цикл. Термоядерные реакции в них прекратились, а внешняя оболочка в процессе эволюции была сброшена в пространство. То есть, по сути, белый карлик является ядром бывшей звезды, которая в дальнейшем лишь остывает. Однако космос способен преподносить свои сюрпризы. И случается, что белые карлики не хотят тихо угасать. Они как зомби на миг возвращают себе бурную и яркую жизнь полноценной звезды, вспыхивая в небе сверхновой. Здесь, конечно, нет ничего сверхъестественного. Небесных зомби оживляют соседние звезды, накачивая своей энергией и материей. Обычно белые карлики взрываются сверхновыми в двойных системах. Все начинается, когда одна из звезд превращается в красного гиганта и сбрасывает свою оболочку на партнера.
Постепенно от красного гиганта остается только плотное ядро, белый карлик, а вторая звезда сама со временем превращается в красного гиганта. На этом невероятная звездная карусель не заканчивается. Красный гигант снова сбрасывает свою оболочку, но уже не белого карлика. Мертвая звезда отличается безумной плотностью и имеет критический предел массы в 1,44 солнечных. Если белый карлик переест материи красного гиганта, он лопнет. Есть еще один вариант. При слиянии двух белых карликов у вновь образованного небесного тела тоже возникает перебор с массой. В обоих случаях все заканчивается одинаково. Звездный зомби запускает термоядерную реакцию, что приводит к образованию сверхновой. Небо озаряет чудовищный взрыв, и от белого карлика остается только облако газа и пыли. Астрономы из Стокгольмского университета недавно впервые обнаружили радиоизлучение от подобной вспышки сверхновой типа Один-А. Предполагается, что катастрофа произошла при взаимодействии расширяющейся ударной волны от взрыва с околозвездным веществом, богатым гелием. Вероятно, звезда-компаньон белого карлика была гелиевой с массой примерно в 1-2 солнечных. До катастрофы она быстро теряла свое вещество, которое сдувал с ее поверхности звездный ветер. Эту материю перехватывал белый карлик, пока не достиг критической плотности и не стал сверхновой. Однако одна из самых впечатляющих катастроф произошла в галактике NGC 4526. Мы увидим ее последствия в созвездии Дева на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Картина, вероятно, будет аналогичной снимку галактики телескопом Хаббл. На фото отчетливо видны темные полосы из материи, образованные вращением диска из газа, пыли и звезд. Диск в этой удивительной галактике движется с невероятной скоростью – более 250 км в секунду. Его окружает ореол призрачного мерцающего света от разогретых в результате быстрого вращения частиц. Яркое пятно в левой нижней части изображения – вспышка сверхновой SN 1994D типа Один-А в результате термоядерного взрыва белого карлика. Он по классической схеме взорвался, перетянув на свою поверхность слишком много вещества-компаньона, красного гиганта. Удивительная яркость SN 1994D демонстрирует, какой безумной энергией отличаются подобные катастрофы. Это все равно, что ненадолго включить почти 12 миллиардов солнц одновременно. Но остается главный для нас вопрос. Как сверхновые типа Один-А могут подсказать расстояние до космических объектов? Ответ прост. Все они обладают почти одинаковой пиковой светимостью. Их можно сравнить с равными, но мощными лампочками, которые вспыхивают в разных точках пространства. Именно по этой причине такие сверхновые служат ориентирами при определении темпа расширения Вселенной и расчета ее возраста. Так, в 1998 году сверхновая вспыхнула в 60 миллионах световых лет от Земли в галактике NGC 3982, созвездия Большой Медведицы. Она позволила ученым сделать сенсационный вывод. По логике, Вселенная должна расширяться с замедлением, поскольку импульс Большого взрыва со временем обязан затихать. Однако оказалось, что галактики разлетаются с ускорением, и чем дальше они от нас, тем выше их скорость. Данный факт свидетельствовал в пользу существования темной энергии, которая разгоняет галактики во Вселенной. А ученые по сверхновым типа Один-А оценили константу Хаббла, то есть скорость расширения пространства в 73 км за секунду на мегапарсек. Это показало возраст Вселенной до 9-14 миллиардов лет, но такие измерения трудно назвать точными. Разбег оказался слишком большим. Определить все конкретнее ученым помог космический микроволновой фон. Если проще, это реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва. Оно подобно теплу от камина, который уже погас.
И хотя реликтовое излучение нельзя увидеть в оптический телескоп, слабый сигнал можно уловить с помощью радиотелескопа. Пожалуй, оно является самым сильным в области радиоспектра. Реликтовое излучение доминирует во Вселенной, то есть количество его фотонов даже сегодня во много раз превышает число всех других. В 2012 году в рамках миссии НАСА космический зонд WMAP записал очень подробную картину реликтового излучения. Данные зонда показали постоянную Хаббла как 71 км в секунду на мегапарсек. По этому параметру космологи определили возраст мироздания в 13,772 миллиарда лет. В 2015 году коллаборация Планк измерила реликтовое излучение еще более детально, получив постоянную Хаббла в 67,66 км за секунду на мегапарсек. Возраст Вселенной при этом значении составляет 13,813 миллиардов лет. Еще раз время, прошедшее после Большого взрыва, ученые уточнили с помощью решетки телескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. Исследования показали, что нашему мирозданию 13,77 миллиарда лет. По мнению астрономов, разница между показателями во всех трех случаях находится в пределах допустимых погрешностей, так что они не перечеркивают, а наоборот подкрепляют друг друга. Однако новые измерения не позволяют и опровергнуть время существования Вселенной, подсчитанное по Цефеидам и типу Один-А сверхновых. Расхождение с ними составляет 7-8%, и это уже нельзя списать на погрешность. Причины такой большой разницы пока не ясны, и точное значение постоянной Хаббла до сих пор остается под вопросом. Пока ученые занимаются этим несоответствием, на основании полученных данных была составлена стандартная космологическая модель жизни Вселенной – Lambda-CDM. Это летопись всей эволюции мироздания в течение 13,799 миллиардов лет. От однородного, горючего и плотного начала до нынешнего состояния. Все периоды входят в календарь, о котором мы говорили в начале. Давайте рассмотрим подробнее основные вехи ранней Вселенной. Сразу после Большого взрыва наступила Планковская эпоха. Это минимальный отрезок времени, который неизмеримо меньше секунды. Грубо говоря, его можно сравнить с размером пикселя для Вселенной. Что происходило в то мгновение, доподлинно неизвестно. Есть мнение, что современные физические теории там не работали. В то мгновение действовали лишь квантовые законы. Предполагается, что в планковское время гравитационное взаимодействие было слито с другими силами. Во второй фазе развития Вселенной, эпохи Великого Объединения, гравитация отделилась от остальных фундаментальных взаимодействий. Три оставшихся, электромагнитное, сильное и слабое, оставались объединенными электроядерными связями. И возможно, что привычные для нас понятия массы, веса, аромата и цвета тогда еще не обрели смысл. Следующие эпохи — инфляционная, электрослабая, кварковая, адронная, лептонная — оказались еще более значимыми в истории Вселенной. Кинетическая энергия после Большого взрыва в то время возросла на много порядков. Тогда от первичного взаимодействия отделилась сильная ядерная, которая начала играть огромную роль в создании мира. Считается, что именно это событие привело к масштабному расширению Вселенной. Не менее важно, что аннигиляция материи и антиматерии в тот период способствовала появлению обычного барионного вещества. Так минули целые эпохи, но их временные рамки совсем не то, к чему мы привыкли. Как вы думаете, сколько в общей сложности они длились? Миллионы лет? Тысячелетия? Века? В это трудно поверить. Но эти эры развития Вселенной пролетели за 10 секунд. Следующие периоды, фотонный и протонный, были нескончаемо длинными по сравнению с первыми. Они длились 20 минут, хотя для нас это по-прежнему до странности мало. Однако тогда возник первичный нуклеосинтез, очень важный природный процесс образования ядер тяжелее водорода.
Примерно через 70 тысяч лет после Большого взрыва вещество начало доминировать над излучением. Эти периоды уже хорошо описаны космологами. Их называют темными веками. А примерно через 379 тысяч лет после Большого взрыва наступила эра рекомбинации или просветления мироздания. Тогда Вселенная достаточно остыла, чтобы плазма стала нейтральной. Электроны соединились с протонами, образовав первые атомы водорода. Благодаря этому наше мироздание стало прозрачным, и излучение получило возможность свободно перемещаться куда угодно. Сегодня мы видим такое излучение, как космический микроволновой фон. Волны ранней Вселенной, записанные в нем в виде крошечных изменений температуры, которые позволяют фиксировать современные приборы. Именно реликтовое излучение во многом лежит в основе современной стандартной модели развития нашего мироздания. Однако современные наблюдения стали все чаще находить в ней несоответствия. Смуту внесло само космическое население Вселенной, звезды и галактики. Наиболее древние из них наверняка являются маркерами возраста мироздания, но в последнее время благодаря более мощным телескопам начали выясняться удивительные вещи. Некоторые галактики и звезды, похоже, оказались старше Вселенной. Возьмем оценку возраста шаровых скоплений. Это огромные сборища звезд, плотно упакованных в отдельном отрезке пространства. В каждом из них очень много, примерно 1 миллион светил. И что самое удивительное, все они образовались примерно в одно время. Благодаря этому шаровые скопления служат своеобразными космическими часами для исследователей. Их стрелки перемещаются со скоростью, которая во многом зависит от массы звезд. Светила с большой массой намного ярче меньших, а потому быстрее сжигают запасы водородного горючего. Ученые высчитали, что звезда, подобная Солнцу, имеет в своем ядре относительно много топлива. Она будет светить с нынешней яркостью примерно 9 миллиардов лет. Светило в 2 раза массивнее нашего перегорит всего за 800 миллионов лет. Гигант массой 10 солнечных сияет почти в 1000 раз ярче, но его топлива хватит лишь на 20 миллионов лет. И наоборот, звезда вдвое меньше по массе Солнца расходует горючее экономно и потухнет только через 20 миллиардов лет. Наблюдения астрономов показали, что наиболее древние шаровые скопления образовались от 11 до 18 миллиардов лет назад. Конечно, диапазон оценки достаточно широк. Но если брать среднюю цифру, то рождение Вселенной произошло 15 миллиардов лет назад. То есть она старше, чем по стандартной модели космологии. Выходит, некоторые шаровые скопления появились раньше Вселенной. Тогда отсутствовали материя, пространство и время. Такого, конечно, быть не может. Получается, расчеты возраста звездных скоплений неверны? Ученые считают, что окончательный вывод делать рано. Слишком уж большой разбег пока остается в цифрах, так что неверными могут оказаться только верхние показатели. Астрономы связывают это с трудностью определения точного расстояния до того или иного шарового скопления и недостаточным знанием некоторых деталей эволюции звезд. Но что тогда не так со звездой, которая оказалась старше самого мироздания? Это легендарная HD 140-283 из созвездия Весов, которая находится на расстоянии около 190 световых лет от Земли. Звезда получила имя Мафусаил в честь библейского героя, прожившего 969 лет. Он считается старейшим человеком на Земле, а звезде нет равных среди небесных долгожителей. Астрономы впервые определили возраст Мафусаила, когда с помощью телескопа Хиперкос измеряли его скорость. Оказалось, что звезда разогналась аж до 1,3 миллиона километров в час. Но по-настоящему исследователей шокировал возраст долгожителя. По подсчетам ему стукнуло 16 миллиардов лет. Результат показался астрономам очень странным, и они решили копнуть глубже. Целых 8 лет производились исследования методами параллакса, спектроскопии, фотометрии, свечения звезды.
Дополнительно изучив расстояние, яркость, состав, структуру HD 140-283, ученые пришли к выводу, что светило скрывало свой истинный возраст. Как-то так ненароком набросило себе для солидности пару миллиардов лет. На самом деле Мафусаилу по новым подсчетам 14,5 миллиардов лет. Еще надо учесть возможную поправку на неточность в интервале плюс-минус 800 миллионов лет. То есть возраст звезды вполне может быть 13,7 миллиарда лет. Следовательно, она моложе Вселенной, хотя и на такой мизер, что в это время еще не должно было образоваться никаких звезд. Ученые надеются со временем разобраться, что здесь не так. Возможно, парадокс связан с изменением во времени темной энергии, или сыграл свою роль какой-то другой эффект, который не учли при исследованиях. Тем временем на небосводе нашлись новые бунтовщики. Целая компания галактик поставила под удар принятую картину мироздания. Дело опять же в их возрасте. Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил эти галактики в инфракрасном диапазоне. Их невозможно рассмотреть в видимом свете, поскольку объекты расположены аж на краю Вселенной. Галактики, по данным телескопа, сформировались всего через 200-500 миллионов лет после Большого взрыва. Скажем, возраст одной из них, HD1, 13,463 миллиарда лет. Она родилась лишь на 324 миллиона лет позже мироздания. При этом долгожительница неожиданно оказалась очень яркой, на уровне многих современных галактик. Старейшей в этой компании на сегодняшний день ученые называют Сирс 93316 из созвездия Волопаса. Она сформировалась лишь через 250 миллионов лет после Большого взрыва, и первые звезды начала зажигать в период 120-220 миллионов лет после рождения Вселенной. Но самое интересное, что древняя галактика по резвости ничем не уступает молодежи. Она зажигает звезды с немыслимой скоростью, достигающей 101 солнечной массы в год. Правда, сама Сирс 93316 тоже относительно большая. Ее масса составляет 109 солнечных. Это очень странно, учитывая появление галактики в ранней Вселенной. Практически невозможно собрать много массы на заре мироздания, когда было мало материи. Сирс 93316 по моделям астрономов должна оказаться в 10-100 раз меньше, однако в реальности ее размеры зашкаливают. Считается, что в галактике насчитывается около 100 миллиардов звезд. Расчеты исследователей из Австралийского технологического университета Суинберн говорят, что такое звездное население приравнивает Сирс 93316 по размеру к Млечному Пути. Для того, чтобы такая молодая галактика могла сравняться с нашей, она должна была расти примерно в 20 раз быстрее обычного. Это относится и к другим галактическим динозаврам, которых Джеймс Уэбб отыскал на окраине мироздания. Они оказались значительно больше и ярче, чем ожидали астрономы. Такая высокая светимость может быть связана со значительной массой, поскольку свет галактики сходит от их звезд. Однако, согласно большинству моделей ученых, такие ранние объекты не могли набрать нужную массу. То, что подобные небесные бегемоты возникли вскоре после Большого взрыва, противоречит нынешней космологической модели. В то же время яркость галактик может быть и не связана с их массой. Например, если в их центре существуют очень активные суперогромные черные дыры. Тогда в небе сияют их безумно раскаленные аккреционные диски или мощные высокоэнергетические струи, либо подобные галактики могут оказаться переломленными сильно раскаленной пылью, которая выглядит очень яркой в инфракрасном свете. Но как объяснить до странности четкую структуру этих ранних объектов? Большинство всех галактик во Вселенной ученые находят двух типов. Первые спиральные, в форме диска с рукавами из пыли и газа. Вторые эллиптические, похожие на светящиеся сферы. А вот особо древние галактики по современным моделям не обладают четкой структурой, потому не относятся ни к одному из этих видов. Они скорее походят на некие небесные капли, однако галактики, обнаруженные телескопом Джеймс Уэбб, ломают это правило. Астрономы выяснили, что большинство из них
имеет характерные для спиральных галактик рукава или эллиптическую форму. Откуда они могли взяться в столь ранней Вселенной? Противники теории Большого Взрыва нашли в этом подтверждение своим взглядом. Раз ранние галактики не укладываются в схему, значит, не было никакого взрыва и возникновения Вселенной из точки сингулярности. Но ученые из США по результатам нового масштабного исследования заверили, что теория Большого Взрыва по-прежнему крепко стоит на ногах. Ранние галактики при более внимательном изучении оказались в целом намного проще и примитивнее, чем поздние. Хотя, несомненно, они начали развиваться раньше, чем предполагала наука. А если все объясняется проще? Раз существуют не по годам развитые галактики и престарелые звезды, то мироздание старше, чем принято считать. С этим связана версия канадского астрофизика Раджендра Гупты из Университета Оттавы. Если мы решим проверить его расчеты и отправимся на край Вселенной, то готовимся к немыслимо долгому пути. Лететь придется почти в 2 раза дальше, чем по параметрам стандартной модели космологии. Гипотеза канадского астрофизика основана на пересмотре понятия космологического красного смещения. Мы уже выяснили, что далекие небесные объекты выглядят очень красными по сравнению с близкими. Это сначала объяснили эффектом утомления света. Его суть в том, что фотоны с расстоянием теряют энергию, отчего растягиваются и начинают излучать в красном свете. Но позже вместо утомленного света все объяснили в рамках общей теории относительности, расширением Вселенной. Астрофизик предложил соединить обе версии и рассматривать красное смещение на основе усталого света и расширения Вселенной одновременно. Они, как и другие фундаментальные физические константы, предположительно могут меняться со временем. Такие константы считаются постоянными величинами, описывающими основные законы природы в уравнениях. Тогда Вселенной, по модели исследователя, исполнилось 26,7 миллиарда лет, и у ранних галактик, которые обнаружил телескоп Джеймс Уэбб, таким образом было достаточно времени для развития. Однако работа канадского физика объяснила далеко не все слабые места версии утомленного света. Например, если бы фотоны уставали с расстоянием, то реликтовое излучение выглядело бы совсем иначе. И если мы будем исходить из того, что физические константы в ранней Вселенной менялись, можно объяснить почти любые наблюдения, даже противоречащие друг другу. Есть и другие попытки объяснить существование зрелых галактик в очень ранней Вселенной. Одна из гипотез базируется на основе одной только теории относительности, без утомленного света или изменяющихся со временем физических констант. Она основана на цикличности нашей Вселенной. Это можно сравнить с игрой на аккордеоне. Меха то растягиваются, то сжимаются. И так раз за разом. Каждый из циклов неким образом связан с предыдущим. Их, возможно, соединяют самые таинственные и пугающие объекты мироздания – реликтовые черные дыры. Часть этих монстров умудряется целыми и невредимыми перескакивать из одной вселенной в другую. Они становятся семенами, из которых в начале цикла очень быстро прорастают первые галактики. А внутри этих галактик, соревнуясь друг с другом на скорость, начинают зажигаться звезды. Возраст Вселенной по данной теории тоже превышает 13,8 миллиарда лет, но не вдвое, а в огромное количество раз. Понятие циклической Вселенной не новость. Гипотезе уже почти 100 лет, и впервые ее озвучил знаменитый физик Альберт Эйнштейн. В 1930-х годах он высказал идею о том, что мироздание может переживать бесконечный цикл больших взрывов и больших сжатий. Так что расширение нашей Вселенной способно оказаться результатом коллапса ее предшественницы. Если это так, то Большой взрыв не был бы чем-то уникальным и представляет собой лишь обычный катаклизм среди бесконечного числа подобных. Физики из Принстонского университета в США интерпретировали эту идею под современность. Они создали модель циклической Вселенной на основе новой теории струн. Одним из основных ее понятий является мембрана или брана – объект, существующий в определенном количестве измерений.
Ученые из Принстонского университета утверждают, что видимые нам 3 пространственных измерения соответствуют этим бранам. 2 трехмерные браны могут существовать параллельно, разделенные дополнительным скрытым измерением. Их можно сравнить с некими условными металлическими пластинами. Они движутся вдоль дополнительного измерения и способны столкнуться друг с другом. Тогда происходит большой взрыв, а затем рождаются вселенные вроде нашей. В дальнейшем события разворачиваются согласно стандартной модели космологии, то есть происходит быстрая инфляция, а когда раскаленная плазма остывает, формируются галактики, звезды, планеты. Тем временем взаимодействие между бранами продолжается. Их все так же периодически притягивает друг к другу, происходит столкновение и следующий большой взрыв. Он разрушает старую Вселенную, создавая на ее основе новую. Тем не менее, в теории цикличности американских исследователей оспариваются некоторые положения космологической модели. Например, большой взрыв определяется не как начало пространства и времени, а скорее переход от более ранней фазы эволюции в нынешнюю. Более того, в принятой теории большого взрыва не предсказано, сколько времени будет существовать Вселенная, а ученые из Принстона четко определили продолжительность каждого цикла примерно в 1 триллион лет. Если в циклической Вселенной большой взрыв остается, то есть гипотезы, из которых он вычеркнут вообще. К ним принадлежит теория устойчивого состояния или непрерывного творения. Она зародилась в начале 20 века, но своими корнями уходит в древние времена. В начале видео мы говорили, что Платон, Аристотель и даже Ньютон считают Вселенную вечной. Эта версия давно отвергнута и, казалось, при современном развитии космологии уже не вернется, но внезапно математик Герман Бонн, астрофизик Томас Голд и космолог Фред Хойл вновь вытащили ее на свет. Они высказали мысль, что Вселенная не имеет начала или конца, поскольку межзвездная материя существовала всегда. У мироздания также нет возраста, так как оно не рождалось после Большого взрыва. В доказательство ученые привели внешний вид Вселенной, которая идентична на больших участках пространства. Авторы теории устойчивого состояния предположили, что во времени она тоже не меняется, ведь межзвездная материя существовала всегда. Однако хотя бы первоначально проверить эту гипотезу современная наука авторам идеи не позволяет. Ученые надеются, что с развитием технологий смогут провести нужные космологические эксперименты и получить прямые доказательства своей теории. Между тем, физики из США и Великобритании считают, что уже нашли веские аргументы в пользу своей не менее удивительной версии. Речь идет об их модели мультивселенной, то есть гипотетическом множестве существующих параллельных миров. Идея мультивселенной, подобной пузырькам пены, появилась далеко не из комиксов Marvel. Она возникла на основе абсолютно реальных научных теорий, призванных объяснить особенности нашей Вселенной. Физики предположили, что различные вселенные родились в результате квантовых флуктуаций и на ранней стадии могли взаимодействовать друг с другом. Тогда следы этих связей должны остаться в реликтовом излучении, которое содержит информацию о Вселенной в возрасте лишь около 380 тысяч лет. Чтобы найти подобные отпечатки, авторы гипотезы исследовали наиболее точную карту изменения температуры реликтового излучения спутника WMAP. При этом ученые заранее определили параметры возможных следов взаимодействия вселенных. Затем они запустили специальный поисковый алгоритм. Результаты показали, что в микроволновом фоне наследили сразу 4 параллельных мира. Авторы теории пока не определили, сколько существует наша Вселенная среди множества себе подобных, хотя предполагают, что она имеет некий возраст. Если происходит космическая инфляция, то она когда-то началась и должна рано или поздно завершиться. Физики надеются в скором времени проверить свои выводы по данным спутника Планк. Зонд обладает большим расширением и чувствительностью, чем WMAP. Этот продвинутый аппарат способен отыскать в нашей Вселенной еще больше отпечатков чужих миров и дать ответ о возрасте нашего. Так какая теория в итоге более верна?
как далеко космическим путешественникам позволит улететь возраст Вселенной. Пока ни одна из версий не доказана на 100%, но стандартная модель космологии считается наиболее аргументированной. И мы ориентируемся на то, что мирозданию 13,799 миллиарда лет. Хотя все остальные, даже самые неожиданные гипотезы тоже рано совсем списывать со счетов. Возможно, ученые найдут дополнительные доказательства тому, что Вселенная действительно сродни воздушному шару, который то надувают, то сжимают природные силы. Или она окажется неким подобием мыльного пузыря, выдутого из какого-то другого мира. А может, она вечна и существовала всегда и в неизменном виде. Есть даже предположение, что у нее нет возраста. Мы доподлинно не знаем, что такое время. И знаменитый английский астрофизик Стивен Хокинг высказал мысль о возможной модели Вселенной, где время вовсе отсутствует. Значит, бессмысленно говорить о том, сколько лет мирозданию. Возможно, развитие науки и технологий вскоре даст ученым более точные подсказки возраста Вселенной. А мы, космические путешественники, всегда готовы отправиться в полет по следам их новых исследований и невероятных открытий.